Лейла – 28-летняя женщина из арабской страны. Уже год она живет в Новосибирске с мужем-хирургом Амиром. Его дни проходят в больнице, он почти не бывает дома. Квартира в центре города кажется ей холодной и чужой, а сама она чувствует себя тенью. Ей не хватает тепла и близости. В больнице, куда она часто заходит к мужу, Лейла знакомится с охранником Семеном. Высокий, спокойный, с теплыми глазами, он не похож на остальных. Его приветствие звучит по-настоящему, а в разговоре он слушает внимательно, будто видит ее насквозь. Для Лейлы эти короткие встречи становятся глотком воздуха. Она корит себя за чувства, но одиночество сильнее. Раз за разом они сталкиваются в коридорах. Между ними растет напряжение. Семен спрашивает о ее жизни, рассказывает о себе, и Лейла понимает, рядом с ним она чувствует себя не просто женой врача, а женщиной. Она все чаще находит повод оказаться в больнице, понимая, что ищет не мужа, а его охранника. Однажды вечером Амир на операции, коридор пуст. Семен садится рядом, их разговор становится дольше и глубже. В его голосе забота, в глазах нечто большее. Лейла ощущает, что граница тонка, один шаг, и пути назад не будет. Когда Амир уезжает на конференцию, Лейла снова идет в больницу без повода. Семен понимает, зачем она пришла. Они оказываются в пустой комнате. Его прикосновение пугает и манит одновременно. Лейла повторяет: «Мы не должны», но сама не отталкивает его. Ее одиночество и тоска перевешивают долг и веру. Момент, полный напряжения, меняет все. Их связь прерывает внезапный стук в дверь, Лейлу охватывает паника. Но даже вернувшись домой, она не может выбросить из головы Семена. Чувство вины переплетается с жаждой тепла. Амир, уставший и поглощенный работой, ничего не замечает. Позже, встретив Семена снова, Лейла понимает, продолжение разрушит ее окончательно. Она находит силы сказать «нет». Ей нужно не бегство в чужие объятия, а возвращение к себе. Она пишет письмо самой себе признания вины, боли и желания быть увиденной. Сжигает его, словно стирая прошлое. Лейла начинает менять жизнь. Записывается на курсы русского, чаще звонит семье, учится говорить мужу о своих чувствах. С Амиром не все становится идеально, но появляется честность. Она понимает, Семен был не просто ошибкой, а зеркалом, показавшим ее слабости и потребность в тепле. Шрам останется, но он станет частью ее пути. Лейла смотрит на Новосибирск, город больше не кажется таким холодным. Она знает, жизнь продолжается, и теперь она готова идти дальше. Пыль душит воздух аванпоста. На шаткой сцене стоит женщина с мешком на лице.